Путин прячет Асада в РФ, Трамп заявил о проигрыше России, а СБУ атаковала российские вертолеты и самолеты у Крымского моста. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Траты не на инфраструктуру, а на боевые действия. В США озвучили точную сумму, которую Путин потратил из российского бюджета на войну против Украины. О каких цифрах идет речь? Элитная недвижимость и защита. Кремль приютил еще одного беглого президента. Что известно о судьбе сирийского диктатора, который прячется в России? И почему Башар Асад просил не сравнивать его с Януковичем? Трамп рассказал, на какой стадии его план по завершению войны в Украине, и объяснил, почему Россия уже проиграла. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Украина атаковала российские вертолеты и самолеты, а также патрульные катера «Раптор» с помощью морских дронов. Воздушно-морской бой произошел в Керченском проливе в ночь с 5 на 6 декабря. В спецоперации принимали участие дроны Службы безопасности Украины. В СБУ говорят, что российские летчики не ожидали, что сами станут мишенью. На новейшие украинские морские дроны теперь установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата цели. Перехваченный российский радиообмен подтверждает, что на борту вертолетов есть убитые и раненые. Сами вертолеты получили значительные повреждения и теперь нуждаются в капитальном ремонте. Также дроны СБУ поразили баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста. В Донецке взорвался внедорожник, который может принадлежать начальнику Еленовской колонии, той самой колонии, где произошло массовое убийство украинских военнопленных, в том числе защитников Азовстали. Российские и украинские телеграм-каналы пишут даже о гибели Сергея Евсюкова, который был за рулем. «Тойота» взлетела на воздух утром в понедельник. Телеграм-канал Мэш уточняет, что под днищем авто было установлено самодельное взрывное устройство. По данным российских пабликов, пострадала также супруга Евсюкова. Женщина также работает на российских оккупантов и является работником так называемого Министерства внутренних дел непризнанной республики ДНР. Она в тяжелом состоянии. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Еленовская колония была открыта весной 2022 года. Возглавил ее Евсюков в оперативном порядке. Сначала она служила для содержания пленных гражданских, которые были арестованы в Мариуполе во время фильтрационных мероприятий россиянами в достаточно большой количестве. И там, кстати, это последнее место пребывания, где наших гражданских арестованных, в принципе, видели наши военнопленные потом. Потом тут содержались в том числе наши полк военнопленные, которые вышли из Азовстали, то есть защитники Мариуполя. И именно здесь и сталась страшная трагедия, вот этот российский теракт, когда убили наших военнопленных, наших близких, моих близких людей, там погибли там в Еленовке. Поэтому, безусловно, эта тварь, иначе не скажешь, она была причастна к этому всему. И к пыткам, и к издевательствам, и к организации массового убийства в Еленовке. Поэтому это более чем справедливое возмездие, я бы сказал, недостаточно справедливо. Все-таки хотелось бы, чтобы мы увидели их в суде, а потом более справедливо было держать их на пожизненном заключении, например, да, или в военном трибунале международном, но тем не менее. Тем временем в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний России заявили, что погибший якобы не являлся их работником, при этом имя не раскрыли. Путин спасает сирийского диктатора Башара Асада. Теперь уже официально президент Сирии, чей режим пал, нашел убежище. Информацию о его конкретном месте пребывания в Кремле раскрывать не стали, но на вопрос пропагандистов, решение ли это Путина принять Асада, ответили утвердительно, хоть и запутанно. Кроме того, Путин не планирует встречаться с беглым президентом, утверждает Песков. В официальном графике президента такой встречи нет. По месту нахождения Асада сейчас вам нечего сказать. Собственно, разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут, это его решение. Но здесь в данном случае мне нечего вам сказать.
Асад бежал в Россию, как и украинский президент Янукович. И, кстати, сирийский диктатор 10 лет назад, в 2014 году, передавал послание Путину. Когда в стране были очередные волнения, Асад уверял, что останется в Сирии при любых обстоятельствах и просил не сравнивать его с Януковичем. Остановитесь! Еще 5 лет назад издание Financial Times сообщало, что родственники Башара Асада владеют как минимум 20 квартирами в Москве. В частности, 19 апартаментов стоимостью $40 миллионов были выкуплены в Москва-Сити. Об условиях жизни беглых президентов, которые ищут защиту у Путина, мы поговорили с политическим аналитиком, главой секретариата съезда народных депутатов Ольгой Курносовой. Москва дает пристанище тем, кто работал на нее, для того, чтобы другие, кто имеет тесные контакты с Кремлем, не боялись последствий преступлений, которые они совершают у себя на родине. Чтобы они не боялись и понимали, что, если что, Кремль возьмет их под свое крыло, и они не будут... преступниками, не будут сидеть на скамье подсудимых. Это очень важно для того, чтобы продолжать вот эту свою череду преступлений не только в России, но и в мире, и создавать вот этот некий пул диктаторов, которые находятся под крылом Москвы. С другой стороны, действительно, Кремль им обеспечивает определенный уровень охраны. Живут они обычно, вот если я говорю про Рублевку, то, собственно, это то место, где живет российская элита, поэтому они могут считать себя принадлежащими к российской элите. Путин проиграл, а Зеленский хочет мира. Такое заявление сделал Дональд Трамп в телефонном интервью для издания New York Post. Избранный президент США сделал такие выводы после того, как встретился с украинским президентом во Франции. Он хочет заключить перемирие, он хочет установить мир. Мы не обсуждали детали. Он считает, что время пришло, и Путину стоит задуматься об этом, потому что он проиграл. Когда теряешь 700 тысяч человек, время пришло. Это не закончится, пока не будет достигнут мир. Трамп также дал понять, что у него пока нет окончательного решения, как завершить войну. Он говорит, что сейчас работает над концепцией и планом окончания боевых действий. Напомню, что за последнюю неделю это уже не первое заявление Трампа о желаниях Зеленского, которые касаются прекращения огня. Зеленский же в своих соцсетях после недавней встречи с Трампом сообщал, что Украине нужны гарантии безопасности, ведь завершить войну просто подписями на бумаге не выйдет. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Россия потратила на войну против Украины рекордные $200 миллиардов. Такие цифры озвучил глава Пентагона Ллойд Остин. Он говорит, что это пустая трата денег. Кроме того, Остин назвал и российские потери на фронте. И тем временем Россия заплатила ужасающую цену за глупость Путина. Россия потеряла не менее 700 тысяч человек с февраля 2022 года. Она растранжирила более $200 миллиардов. В последние месяцы Россия теряла до 1000 человек в день. И потери России только за первый год этой путинской войны по выбору, похоже, превысили потери Москвы во всех конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых. Остин аргументировал свои слова о пустой трате денег и человеческого ресурса тем, что теперь Путину приходится обращаться за помощью к Северной Корее, которая поставляет и солдат, и боеприпасы. О том, как можно было бы потратить $200 миллиардов из российского бюджета, если бы не война, развязанная Путиным, мы также поговорили с политическим аналитиком. На самом деле инфраструктура в России находится просто в катастрофическом состоянии. Многие сети изношены на 70, 80, так где-то и на 90%. Каждую зиму случаются прорывы теплотрасс, целые районы городов, поселки остаются без тепла. Периодически происходят какие-то перебои с электроснабжением. Я уж не говорю про то, что даже интернет, который нынче российские власти пытаются тормозить, всю Россию интернет не покрывает. Просто это те деньги, на которые россияне могли начать жить значительно лучше. Но гораздо интереснее для Путина потратить эти деньги на убийство украинцев.
В Беларуси леснику грозит 12 лет лишения свободы за комментарии в Телеграме. Мужчину судят сразу по 6 статьям Уголовного кодекса. 44-летнего Витольда Шалкевича задержали еще в августе 2023 года просто на работе. Изначально его обвиняли в так называемом распространении экстремистских материалов, пишет правозащитный центр «Весна». Силовики Лукашенко и пропагандисты утверждают, что Шалкевич – опасный преступник, так как написал несколько тысяч комментариев в различных чатах. Теперь отцу двоих детей грозит срок за то, что нелестно высказывался о Лукашенко в соцсетях. Кроме того, белоруса хотят отправить за решетку за оскорбление судьи, оскорбление представителя власти, за нарушение общественного порядка и даже якобы за разжигание вражды, уточняют правозащитники. В Японии начинают бороться с демографическим кризисом с помощью внедрения дополнительных выходных. Госслужащие в Токио теперь будут работать лишь 4 дня в неделю. Эта новая инициатива призвана поддержать работающих женщин, у которых есть дети, и ко всему повысить уровень рождаемости, который сейчас рекордно упал. В Токио уточняют, что новая система заработает в апреле следующего года. Кроме того, родители, чьи дети учатся в начальной школе, смогут уходить раньше с работы, но при условии незначительного сокращения зарплаты. А как много работаете вы и хватает ли времени на воспитание детей? И какие у вас мысли о 4-дневной рабочей неделе? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мы пересмотрим стиль работы, внедряя гибкость, чтобы никому не пришлось жертвовать своей карьерой из-за таких жизненных событий, как рождение детей или их воспитание. Нехта Лайв продолжает завоевывать ваши сердца и ваше доверие. В ноябре наш YouTube-канал стал лидером среди всех русскоязычных общественно-политических каналов на YouTube, собрав 67 миллионов просмотров. Эти показатели – наш рекорд, который стал возможен благодаря вам. Спасибо, что делитесь своей точкой зрения в комментариях, делитесь нашими видео и лайкайте. Это очень важно для продвижения контента и для нашей программы «Ну и новости». Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.